Всем привет, меня зовут Катя, и я очень рада, что вы заглянули на мой творческий канал, который называется Гудзик DIY. И сегодня я покажу, как делала нарядного гнома с осенним декором. И также я хочу разыграть его сегодня среди своих подписчиков. Кто меня давно смотрит, знает, что я делаю довольно много разных поделок, но очень редко мне что-то удается оставить себе. В основном я все раздариваю по друзьям и знакомым. Но сегодня я решила порадовать кого-то из вас. О условиях я расскажу чуть позже, так что смотрите это видео до конца. В качестве основы взяла пластиковый стакан от йогурта и оклеила его тонким слоем синтепона для того, чтобы придать ему больший объем. Если синтепона нет, то вполне подойдет плотная ткань или фетр. Также стакан можно заменить на пенопластовую заготовку в форме яйца и точно так же оклеить ее потом тканью. Для туловища я выбрала мягкий флис в клеточку. Мне вообще очень нравится, как смотрится клетка в осеннем и зимнем декоре. От этого принта так и веет домашним теплом и уютом. Чтобы лицо было более объемным, сначала приклеиваю кусочек синтепона, а уже потом фетр. Для таких поделок лучше выбирать именно мягкий фетр, для того, чтобы он не оставлял заломов. Для бороды и синтепона, как всегда, беру кусочек искусственного меха. Фетровый кружок присобираю на нитку и не туго набиваю синтепоном. Нос не обязательно шить. Можно приклеить большую деревянную бусину или обтянуть комочек ваты капроновыми колготками. Бородой прикрываю все места склейки лица с туловищем. Мне нравятся лохматые гномы, поэтому из того же кусочка меха добавляю челку, чтобы она выбивалась из-под шапки. Шапочку можно связать или, как я, взять рукав от старого свитера и подвернуть его, так, чтобы получился объемный отворот. Приклеиваю его к голове, а пустое место набиваю синтепоном. Перевязываю прочной ниткой, формирую макушку. Можно добавить еще бубон, но у меня шапки с бубонами больше ассоциируются с зимой, поэтому оставлю так. Так как гном у меня осенний, хочу украсить его шапку маленькими тыковками. Точно так же, как и нос. Фетровый кружок присобираю на нитку, не туго набиваю синтепоном и прошиваю характерные для тыквы дольки. Еще вырезала листья из фетра и прошила прожилки контрастным цветом. Начинаю приклеивать с тыкв и потом уже дополняю их листьями. А завязку на шапочке украшаю тесьмой со стразами. Можно только доделать руки, и гном будет практически готов. Я же буду делать большого гнома с ножками, и поэтому делаю нижнюю часть туловища. Мой стакан был с крышкой, поэтому буду использовать ее. Если крышки нет, то просто вырежьте круг из картона нужного диаметра. Приклеиваю крышку меньшего размера и оклеиваю эластичной тканью. Из этой же ткани склеиваю штанины. На ткани горячий клей схватывается не моментально, поэтому нужно подождать минут 5, а уже потом только выворачивать, так чтобы не разошелся шов. Конечно, все элементы можно сшивать,
Особенно если у вас есть швейная машинка, это не займет много времени. Но не у всех моих зрителей есть такая возможность, а многие не любят шить вручную. Поэтому я стараюсь показывать вот такие простые варианты, для которых не нужно никаких навыков шитья. Приклеиваю ноги ко дну и отрезаю все лишнее так, чтобы дно оставалось плоским. Моя ткань не сыпется, поэтому края можно не обрабатывать, а просто зафиксировать клеем. И еще одной такой же крышечкой придаю объем. Нужно, чтобы у гнома получилась такая объемная попа. И этой же тканью или синтепоном заполняю переход от яруса к ярусу. Все швы делаю впереди, потому что они будут закрыты бородой. Для того, чтобы фигурка была более устойчивой, ее можно утяжелить песком или небольшими камешками. Приклеиваю туловище и точно так же держу пару минут, для того, чтобы клей хорошо схватился. И закрываю этот шов ремнем из кожзама. Не обязательно делать именно ремень, чтобы закрыть место склейки. Можно просто удлинить гному курточку. Где-то до середины не туго набиваю ноги синтепоном, а после этого насыпаю пластиковый гранулят. Вместо него подойдет рис или гречка, ну или любая другая крупа. Нам просто нужно утяжелить его ноги. Рукава делаю точно так же, как и штанины, только из более маленького отрезка ткани. Опять же, выворачиваю только после полного остывания термоклея. Необработанные края рукава заворачиваю вовнутрь. Кружки для ладоней я вырезала из телесных капроновых колготок. Белыми нитками прошиваю пальцы, делаю их всего 4, чтобы они не были очень мелкими. Прикрепляю ладонь к проволоке и приклеиваю манжет из ленты. Вставляю проволоку, чтобы рукам можно было придавать разные положения. Не туго набиваю синтепоном, чтобы они не топорщились, а прилегали к туловищу. Вклеиваю так, чтобы место склейки пряталось под шапкой.
Хочется дополнить образ гнома-старичка очками. Их очень просто можно скрутить из проволоки. Моя проволока мягкая, поэтому для начала скручиваю ее между собой, а уже потом с помощью толстого маркера придаю округлую форму. Глаза можно приклеить или пришить бусинки. Я же хочу просто нарисовать их акриловой краской. И пока первый слой сохнет, добавлю декор на шапочку. Я посчитала, что только тыквы и бронзовые ягодки как-то не очень нарядно выглядят. И решила добавить вот такие желто-оранжевые ягодки, пластиковые листья и тканевый цветок. Эти цвета очень гармонично выглядят на коричневом фоне. Решила украсить не только шапку, но и дать гному в руки букет. Для него взяла цветы и листья из фоамирана и дополнила более мелкими ягодками, листьями и тканевым цветком. В общем, весь остальной декор подбирала по цвету. Такие всевозможные ягодки и листочки очень хорошо смотрятся и придают букету пышность и живость. Сначала я хотела, чтобы он держал букет в обеих руках, но потом мне захотелось, чтобы цветочный декор располагался асимметрично. Вторую руку решила оставить пустой, чтобы не было перебора. Считаю, что для одного гнома украшений и так достаточно. Белая краска уже высохла. Теперь рисую радужку коричнево-зеленым оттенком, а зрачок рисую черным металликом, для того, чтобы на нем были блики. Ну или на черном зрачке можно нарисовать небольшой белый блик. Осталось только сделать нашему гному ботинки. Приклеиваю пробку от шампанского и пластиковую крышку к картонной подошве. Мне хочется сделать обувь довольно массивной, поэтому дополнительный объем я наращиваю фольгой. И оборачиваю капроном для того, чтобы эту бугристость фольги скрыть. А сверху добавляю еще по кусочку синтепона и обтягиваю искусственной замшей. Мне хочется придать еще большей массивности обуви, поэтому дополняю ее вот такой тесьмой с помпонами. Она мне напоминает грубую тракторную подошву. Осталось только завязать шнурки и вклеить ботинки в штанины. Место склейки закрываю отворотом из фетра и приклеиваю бронзовые ягодки в качестве застежек. Итак, для того, чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на мой канал и оставить любой комментарий под этим видео.
И ровно через месяц при помощи генератора случайных чисел я определю комментарий победителя. Результат я опубликую в своем инстаграм и во вкладке сообщества. Спасибо за просмотр. Всем желаю вдохновения и участникам розыгрыша удачи. Увидимся совсем скоро в моем новом видео.